Сегодня из одних из планов сделать следующее. Это убрать вот верхнюю воротину, она так вверх открывается, и укоротить вот эту основную. Почему буду ее укорачивать? Потому что буду снутри зашивать металлом, то есть будет такая стенка сплошная. Ну, естественно, ворота будут не закрываться, поэтому придется ее укоротить. И сейчас этим буду заниматься. Ну а вы, друзья, не забывайте подписаться, поставить лайк и написать свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Из-за того, что у меня эта наружная плита 4 сантиметра, 3 банально просто не было. Вот толщина стены 3 сантиметра. Поэтому хорошо, что я еще эту конструкцию не прикрепил. И я ее буду сейчас на 1 сантиметр немножко углублять вот туда, чтобы в уровень была плита. И тоже хорошо, что сделал заранее. Здесь предусмотрел свою возможную ошибку. У меня была кровать 140, а я сделал 142. Поэтому у меня есть еще 1 сантиметр, чтобы подвинуть всю конструкцию в виде вот этого шкафа вовнутрь. Все, размещаю вот этот металл шириной 60, чтобы был нахлест. Вот здесь хочу, чтобы заходил по 2 сантиметра нахлест, чтобы прогерметить и заклепочками поставить, чтобы плотненько было. Ну и начинаем работу. Я сделал специально разницу, что вот этот выступ, это будет прилегать к шкафу, а этот будет с нахлестом на металл снаружи, просиликонится и заклепочками прикрепим. Плохо даже смотрится. Осталась эта примерка. Снять, обезжирить, намазать хорошенечко все это герметиком, ну и заклепочки поставить. И, по-моему, уже выходит довольно-таки неплохо. Часть воротины придется сейчас укоротить. Ну и от вот этого воротины, которую у меня сняли сверху, использую вот этот уголочек. Вот этот, думаю, как раз он подойдет. Ну что, наконец-таки я отпилил. Смотрю, здесь алюминиевый профиль такой конкретный. Не жалели. 3 круга, 2 болгарки и час пиления. Отпилил завесы, и этот уголок буду использовать для того, чтобы сделать по краю этих воротин. Экономим. Экономная экономия. Ну что, вот так получилось. В целом, для меня неплохо, для самоделочки. Вот, но единственное, что здесь, конечно, сейчас я прикрою металлическим и покажу вам уже результат, так как снимать и делать не очень удобно, но будет нормально. Ну и газовые амортизаторы поменяем, и подкрашу сами эти рукоятки, сделаю по-другому вот здесь вот замки, потому что здесь они какими-то саморезами прикручены. Не знаю, я вообще убрал, оставил только один вот этот, и все. Потому что не хочу, чтобы это все лишнее было здесь. В общем, оторвал как донорскую штучку этот слив, который прикреплю сейчас сверху. Внутри здесь я прошелся клеем, даже вот тут чуть-чуть его немножко видно, и просто саморезами прикрутил. Вот так получилось. Убрал отсюда металлические разные вещи, которые мне просто не нравились. Ручки, они здесь лишние были. Ну, чтобы было красиво воротина. Сверху поставил слив, который у меня был донором
старая воротина, для того, чтобы когда дождь льется, чтобы вот туда ворота не заливалось. Ну и посмотрите, как получились ворота, которые я укоротил. Естественно, все это еще зачистим и покрасим. Здесь изнутри поставлю еще уплотнитель, чтобы ворота более мощно прилегали, ну и не затекала вода. Приобрел кресло, которое оказалось не таким дешевым, как я думал. 1800 злотых. Вообще, в принципе, на Ducato, так как оно популярно среди кемперостроителей, правое кресло дорогое. Все остальные можно вот с другие машины купить буквально на 500 злотых, а это пришлось отдать большую сумму, что вынудило меня выйти за бюджеты нашего кемперопроизводства. Значит, что-то придется сохранить, вернее, сократить и сделать гораздо меньше. Ну а сейчас на это основание от этого кресла попробую прикрутить механизм, который отвечает за вращение кресла. Делаю сейчас разметку. Думаю, так по уровню сделаем, чтобы... Ага, по уровню. Не получится по уровню, потому что машина подвешена, стоит вверх. Поэтому будем по-другому делать. Сделаем сейчас вот тут вот линию. И просто одинаково отмеряю от верха здесь и здесь, чтобы одинаковое было расстояние. 52 сантиметра и 5 миллиметров. Здесь 52 сантиметра и 5 миллиметров. Линия будет, которая распила. Лучше 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Еще раз перемеряем, чтобы все четенько было. 55,5, 55,5 и 55,5. Все, четко. Сейчас размечаем дальше. Берем лобзик, пилочку по металлу. И поехали. Ответственный момент. Здесь вроде пилится нормально, ровненько, не вырывает ничего. Как видно, здесь тоже все отличненько. Ровный спил, ровненько идет. Все, можно смело пилить. В общем, выводы сделаны, и в маске это лучше сделать. И в очках. Ну что, отверстие для окна готово. Ну вот такой пропил вышел под окошко. Промазываем все силикончиком хорошенько, и можно уже его закреплять тут навсегда. Остатки от этого алюминиевого профиля, который вот здесь у меня был приклеен, оторвал от стены, нарезал на такие полоски, ну и немножко так вот усилю сейчас края.
Как в Швейцарии там. Слишком, блядь, слишком хуёво. Это малая часть, чего мы закупили, которая приехала на этой неделе. Остальное еще едет, должно доезжать на следующей неделе. Цены всего, что купилось и потратилось на этот кемпер, я напишу завершительное видео о том, как строим кемпер, потому что еще будет видео о том, как я путешествую. Поэтому вы подписывайтесь, пишите комментарии и пишите свои варианты, как вы думаете, сколько на все ушло денег.